Хэллоуин – ночь, когда весь мир притворяется, будто не боится. Когда взрослые снова становятся детьми, а дети – кровожадными ведьмами и зомби в капюшонах с Алиэкспресса. Это вечер тыкв, сладостей и дешевых пластиковых топоров. И, конечно, вечер старых ВХС-кассет с ужасами, которые лучше бы не пересматривать вовсе. Кто там? Кошелек или жизнь? Слушай, мне уже не 7 лет. Иди лучше спроси у кого-нибудь другого. Так значит жизнь. Что? Да так, ничего. Вот, держи. Ты из какой пещеры вылез? Сейчас этим никто не пользуется. Что ж, вот, держи. Это точно подойдет. Что это? Что это? Привет, Билли. Ты, наверное, думал, что Хэллоуин — это просто праздник сладостей и дешевых костюмов, что это все игра. Но сегодня играешь ты. Недавно ты нагрубил мне у двери. Сказал, что тебе уже не 7 лет. Что ж, посмотрим, насколько ты взрослый, когда таймер на экране дойдет до 0. И я дал тебе флешку. На ней то, что решит твою судьбу. Игра Rewind or Die. У тебя есть ровно 1 ночь, чтобы сделать обзор. Глубокий, честный, без права на ошибку. И если не сделаешь или сделаешь плохо, то ты поймешь, что конец может наступить раньше, чем теперь. Давай сыграем в игру, Билли. Игра началась. Что ж, речь сегодня пойдет о Rewind or Die. Это инди-хоррор, который словно вылез из задницы 90-х, с громким названием «Перемотай или умри». Я не шучу, она в прямом смысле так и называется. Rewind or Die — это инди-хоррор от первого лица, вдохновленный атмосферой ВХС-слэшеров 80-х, 90-х годов. Игру разработала британская студия Comfree Interactive, дочерний проект Puppet Combo, известных своими ретро-хоррорами. Игра вышла на ПК в апреле 2023 года, а позже добралась до всех актуальных консолей. Игрок берет на себя роль Тони, сотрудника видеопроката, которому приходится выйти на ночную смену вместо пропавшего коллеги. Сначала все выглядит рутинно. Прием кассет, уборка, обслуживание клиентов, но вскоре начинают происходить странности. Анонимные звонки, зловещие фигуры за окном, тревожная атмосфера. В какой-то момент Тони оказывается заперт в магазине, а за ним охотится маньяк в свиной маске, вооруженный мясным крюком. Дальнейшие события переносят игрока в логово убийцы, где предстоит прятаться, убегать, решать головоломки и пытаться выжить. Повествование подано эпизодами, с разными локациями и даже сменой играбельных персонажей. В игре есть несколько концовок, включая истинную, а также скрытые секреты. По геймплею все довольно просто. Игра совмещает рутинные действия в начале обслуживания клиентов, прием кассет, общение с NPC, стелси-хоррор, прятки от маньяка, избегание ловушек, погони, динамичные сцены, где нужно бежать и ориентироваться на ходу, головоломки, поиск ключей, кодов и предметов, выживание без оружия. Почти всю игру протагонист беззащитен, за исключением финала. Геймплей разделен на главы, структура линейная, прохождение занимает около 2-3 часов. Есть инвентарь, чекпоинты, смена окружений и темпа. Уровень сложности умеренный. Rewind or Die выполнена в стиле хорроров на PlayStation 1. Низкая полигональность, зернистая текстура, CRT-эффекты, фильтры пленки, приглушенная цветовая палитра, атрибутика 90-х, ВХС, старые телевизоры, постеры ужастиков. Маньяк – ключевой визуальный элемент. Его образ отсылает к трэш-слэшерам категории Б. Локации мрачные, с кровью, телами и разрухой. Несмотря на техническую простоту, визуал работает, создавая нужную эстетику плохого сна на кассете.
Игра грамотно чередует черный юмор и тревожность. Вначале звучит легкая музыка из ситкомов, в кошмарных сценах гнетущий эмбиент, скрежет, визг, хэви-метал. Озвучка гротексная, персонажи карикатурные, скримеры, саспенс, постоянное напряжение. Raven or Die старается поддерживать чувство неизвестности, от легкого саспенса до откровенного ужаса. Сильная атмосфера и визуальный стиль, удачное смешение юмора и хоррора, ностальгия по ретро-эстетике, короткая, но насыщенная история, несколько концовок и секретов, полная озвучка. Финал менее напряжный, чем начало. Некоторые сцены, например погони в канализации, могут раздражать. Линейность, отсутствие глубокого геймплейного разнообразия, ну и самый главный минус, пожалуй, нет русской локализации. Короче, Raven or Die — это игра не про то, чтобы испугаться, хотя пару моментов в игре точно найдется. Но все же, она не пытается быть длинной или сложной. Просто дарит те самые чувства, когда старый телевизор потрескивает, а ты ждешь, что вот...